Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу с вами поделиться мастер-классом вот такой вот очаровательной тыковки. Она с вот такими пупырками идет. Связана она из плюшевой пряжи. Размер такой тыковки 10 сантиметров, а высота 5 сантиметров. С вот таким вот хвостиком. Но вязать мы с вами будем не из плюшевой пряжи. Здесь я, значит, использовала плюшевую пряжу на 100 грамм 120 метров. Вот, по точно такому же принципу, по точно такой же схеме я буду вязать другой пряжей. Я взяла две такие расцветки. Я вот оранжевую пряжу взяла, но она такая не оранжевая, а больше апельсиновая такая. Я ее взяла в 2 нити, потому что она тоненькая сама по себе. Вот сама ниточка в одну она тоненькая, а вдвойне, вот в 2 ниточки, она идет как джинс. То есть по плотности она идет как джинс. И взяла... Была у меня такая, не знаю, не сохранилась этикетка, такая секционная пряжа, тоже она подходит под мой цвет тыквы, то есть здесь присутствуют и зеленые, и очень красивые цвета. В общем, я решила сложить эти 2 ниточки и связать тыковку вот в таких расцветках. Я думаю, будет очень красиво. Если у вас, естественно, нету такой секционной, можно взять как бы Yarn Art Crazy, если есть такая тыквенная секционная пряжа. Если нет, можно просто в 2 нити вязать из джинса. То есть плотность этой ниточки, она как джинс идет. И вот если соединить 2 ниточки, вернее у меня 3, но если джинс брать, двойной джинс, то в принципе это будет точно такая же плотность. Также нам понадобится зеленая пряжа, тоже буду вязать в 2 ниточки. Это у меня джинс. Вот, и я буду брать снаружи и изнутри ниточку, вот, и буду вязать тоже в 2 нити хвостик вот такой. Вот такая серединка у нас мы будем пришивать. И вот такой вот хвостик. Если вам нравится такая тыковка, то, пожалуйста, приглашаю на свой мастер-класс. Давайте приступим. Также нам понадобится крючок номер 4, маркер и ножнички. Все, давайте. Итак, набираю я цепочку из 21 воздушной петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Набрали цепочку из 21 воздушной петли. Теперь со второй петли от крючка. Со второй петли от крючка провязываем так. 4 соединительных столбика. Я провязываю первая петля, вторая, третья и четвертая. 4 соединительных столбика. Дальше провязываю 12 столбиков без накида. По цепочке в каждую петелечку 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Провязали 12 столбиков без накида. Теперь провязываем в последние 4 петельки 4 соединительные петли. Раз. Не сильно затягивайте. И в последнюю соединительный столбик. Вот у нас мы провязали первый ряд. Следующий ряд, второй ряд, делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и вязать буду за заднюю стеночку петли. То есть вот это вот эта вот петелька, задняя стеночка петли, за нее мы захватываем и провязываем 4 соединительные петли. Следующую за заднюю стеночку захватываем. Дальше опять. Опять за заднюю стеночку захватываем. Провязали 4 соединительные петли. Дальше за заднюю стеночку петли провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. За заднюю стеночку 5, 6, 7, 8, 9. И за последние 4 петельки провязываем соединительные столбики за заднюю стеночку петли. Так. Здесь нужно поправить. Заднюю стеночку, последняя петелечка не всегда получается. Вот. Провязали мы второй ряд. Теперь делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и третий ряд провязываю точно так же. За заднюю стеночку петли 4 соединительные петли, затем 12 столбиков без накида и 4 в конце соединительные петли. Третий ряд провязываем точно так же.
И в конце 4 петельки, 4 соединительные. Так, не захватила. И последняя петелька, всегда будем ее поправлять, потому что ее не видно. Вот она, задняя стеночка. Вот задняя стеночка последней петельки. Вот. Провязали мы 3 ряда. Теперь делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание. Итак, четвертый ряд. Четвертый ряд вяжем так. Значит, 4 соединительные петли за заднюю стеночку петли. Раз, два, три и 4. Теперь будем вязать там, где у нас были столбики без накида, мы будем вязать за полную петельку. В следующую петлю провязываем 3 столбика с накидом, не до конца. Делаю накид, за полную петельку, захватываю полную петельку, провязываю 1 раз, 2 петелечки на крючке остаются, мы дальше не провязываем. Делаю опять накид, в эту же петлю провязываю еще столбик с накидом не до конца, и дальше опять делаю накид, и в эту же петлю провязываю опять столбик с накидом не до конца. Вот 4 петельки на крючке провязываем вместе. Делаю воздушную петлю. В следующую петельку мы провязываем столбик без накида. И вот первая пупырышка у нас получается. Дальше опять делаю накид, провязываю столбик с накидом не до конца, опять делаю накид, 2 раз провязываю не до конца и делаю накид, 3 раз провязываю не до конца. Вот 4 петельки на крючке провязываем вместе. Делаю воздушную петлю и в следующую столбик без накида. Так, теперь опять делаю накид, в следующую петлю провязываем столбики с накидом не до конца. Вот так 4 петельки на крючке провязываем вместе, воздушная петля, и в следующую петелечку, вот в эту, провязываем столбик без накида. Вот уже 3 пупырышки. У нас должно получиться таких 6. Делаю опять накид. В следующую петлю провязываю 1 столбик с накидом не до конца, 2 столбик с накидом не до конца и 3. Вот 4 петельки на крючке провязываем вместе, воздушная петля, вот, и в следующий ряд провязываем, в следующую петельку столбик без накида. И опять провязываем. Три столбика с накидом не до конца, провязав только накид. Теперь провязываем все петельки вместе, воздушная петля, и в следующую петлю столбик без накида.
1, 2, 3, 4, 5. Еще один. Делаю накид. И опять провязываем. 3 столбика с накидом, провязывая только накид. Вот 4 петельки на крючке, провязывая вместе, воздушная петля, и в следующую петлю за полную петельку столбик без накида. Вот так провязали мы 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 вот таких вот шишечек. И теперь за заднюю стеночку петли, 4 петельки. 1, 2, 3 и последняя. Вот последняя, 4. Вот. Вот такой у нас получился 4-й ряд. 5-й ряд. Делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю 4 соединительные столбики за заднюю стеночку петли. 1, 2, 3 и 4. Теперь следующие 12 столбиков без накида мы будем вязать за полную петельку. Тут воздушная петля, которая у нас была. И между шишкой столбик тоже без накида. И вот между столбиками двенадцать столбиков без накида провязываем. Все. И теперь 4 последние петельки будем вязать за заднюю стеночку петли. 4 соединительные петли. Последнюю петельку всегда помогаем, потому что она всегда у нас тут вот прячется, и ее очень сложно найти. Все, делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание. Теперь вяжем как обычно, то есть все время за заднюю стеночку петли. 4 ряда мы будем провязывать таким образом. То есть за заднюю стеночку петли у нас будет 4 соединительные петли. Дальше 12 столбиков без накида за заднюю стеночку петли. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И дальше последние 4 петли соединительные вяжем за заднюю стеночку петли. И так нужно провязать 4 ряда. Еще. То есть между шишками у нас будет 5 рядов. Первый ряд мы провязали. И еще 3. Так, смотрим, где наша тут. Вот. И теперь еще 3 ряда провяжем точно так же. За заднюю стеночку петли 4 соединительные петли, 12 столбиков без накида и 4 соединительные петельки в конце. Дальше делаем одну воздушную петлю и разворачиваем вязание и вяжем точно так же. Еще 3 ряда давайте провяжем. Итак, провязали мы еще один ряд с пупырышками. И теперь между пупырышками у нас получается 5 рядов. Первый ряд мы вяжем так. Так, воздушную петлю я уже провязала. Разворачиваю вязание. 4 соединительные петли провязываю. Затем за полную петельку 12 столбиков без накида. За полную петлю 1, 2, 3. За воздушную петлю, которую мы с вами провязывали, мы вяжем столбик без накида. И столбик без накида, которую мы провязывали на самом ряду. Вот столбик без накида, вот воздушная петля. Вот воздушная петля, мы за нее захватываем. И дальше опять столбик без накида. И столбик без накида. И дальше 4 последние петельки остаются. За заднюю стеночку петли провязываем соединительные столбики. Последний у меня всегда я поправляю иголочкой, потому что он слишком прячется. Петелька слишком прячется. Итак, провязали мы первый ряд. И теперь еще 4 ряда нам нужно провязать так, как мы вязали, как обычно. Делаю воздушную петлю. 4 соединительные петли за заднюю стеночку. Так. Теперь 12 столбиков без накида за заднюю стеночку петли. Четыре, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 и 12. Провязав 12 столбиков без накида за заднюю стеночку петли, 4 последние петли мы провязываем за заднюю стеночку петли соединительными столбиками. Вот. И еще 3 ряда нам нужно провязать точно так же. То есть, смотрите, вы поняли, как мы вяжем. Значит, между пупырышками у нас должно быть 5 рядов. Затем ряд с пупырышками, с шишечками такими. И затем опять 5 рядов у нас без, получается, за заднюю стеночку петли без изменений. Но только после того, как мы связали ряд с пупырышками, мы вяжем за полную петельку. Вот, потому что нету смысла там вязать за заднюю стеночку петли. Просто за полную петельку. А 4 ряда мы вяжем за заднюю стенку петли. Все. Надеюсь, надеюсь, вы все поняли. И нам нужно связать таких 6 секций. Вот таких. Хотя можно и 8, но то есть тут уже на ваше усмотрение. Если вы хотите побольше, покрупнее, давайте свяжем 8. Вот эта тыковка у меня с 6 такими дольками, можно сказать. А давайте эту свяжем с 8. То есть 8 таких вот шишечек должно быть. Когда провяжете восьмой ряд с шишечками, вам нужно там провязать всего лишь 2 ряда, потому что в начале мы с вами вязали в 3 ряда, поэтому в конце мы провязываем 2 ряда всего лишь. И давайте свяжем с вами 8 вот таких вот долек. И давайте свяжем и встретимся. Итак, довязала я 8 долек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. После вывязывания шишечек в последнем 8 ряду я провязала 2 ряда и все, и остановилась. Потому что между дольками у нас получается 5 рядов, 2 здесь и 3 в начале. Вот, и теперь обрезаем ниточку. Я ее уже обрезала. Обрежьте ее подлиннее. Вот я ее обрезала подлиннее, на всякий случай. Вот, и затягиваем нашу петелечку. Теперь в конце берем иголку. Все равно надо по одной, вместе не получится. По одной одевать. Итак, одела я иголочку. Теперь берем лицевую сторону вовнутрь. Вот так вот складываем. И будем пришивать за наши петельки. Вот за первую полупетлю, там, где у нас цепочка воздушная. И вот будем теперь пришивать. Теперь захватываем полупетельки 2 рядов. Вот, и пришиваем вот так.
Все, и давайте пришьем до конца ряда. Итак, прошили мы сшили 2 стороны. Так как у нас здесь был хвостик, я его завязала на узелочек, и я его не обрезаю. Сейчас вот этот вот хвостик, который на иголочке, мы его не снимаем, а сейчас будем вот так вот делать через ряд, вот в каждый ряд. Вот так иголочку продевать для того, чтобы стянуть тыкву. Потихонечку. Вот хвостик остался. И теперь дальше. Вот так вот через ряд мелкими стежочками продеваем иголочку. По кругу. И вот до конца хвостика. Вот теперь потихонечку стягиваем наше отверстие. И завязываем на узелок. Стягиваем сильно, завязываем хвостики, и теперь немного нужно отверстие сшить. Так как у нас здесь отверстие еще есть, видно дырочку, мы его теперь сшиваем. Чтобы не выпал наш холофайбер. С одной стороны, потом по кругу с другой стороны наискосок, чтобы у нас не
как у нас ниточка тройная, она немножко путается. Вот, конечно, если сшить в одну ниточку, то, конечно, она лучше это все делается. Но я сама выбрала такой эксперимент. Захотела оттенок другой, новый. Если шить в одну ниточку, то, конечно, она не будет такой жесткой и не будет путаться. И вот так вот колечко это стягиваем. Вот так. Вот колечко стянутое. Теперь берем еще раз хвостик этот и опять завязываем на узелочек. Все это поправится. Вот. Так, теперь я беру в центр, вставляю иголочку и вывожу ее на лицевую сторону. И выворачиваю тыковку. Вот, выворачиваю. Теперь нужно поправить все. И набить холофайбером. Все поправляем. Все наши шишечки. Вот. Все, давайте набьем холофайбером эту деталь. Итак, набила я тыковку. Вот низ, вот верх. Я взяла плотную ниточку, сложила ее в 4 раза, чтобы плотно она не порвалась. Тоже возьмите эту плотную ниточку для стягивания тыквы верхушки, ну как бы самую плотную ниточку. И будем точно так же стягивать продеваем иголочку сначала по кругу и затем стянем верхушку теперь. Давайте по кругу так прошьем. Итак, вот я по кругу провязала веревочкой, иголочка, вернее, прошила через каждый ряд, прошила мелкими стежками. И теперь просто стягиваем. Стягиваем и завязываем. Вот так. Вот это можно вложить сюда, в отверстие. Отверстие мы будем закрывать, поэтому ничего страшного. Вот. Еще можно набить, но я думаю, я не буду этого делать, потому что я сейчас буду стягивать, и я хочу, чтобы она была у меня плоская такая, немножко плоская и такая широкая. Если вы хотите, чтобы она была у вас кругленькая, то можно еще набить холофайбером, чтобы она была кругленькая. Вот. Итак, для чего я сделала вот эту вот длинную ниточку? Для того, чтобы стягивать по кругу наши дольки. И вот так вот возле самого, скажем так, шишечек этих, возле ряда,
пролаживаем так ниточку нашу и иголочкой вводим центральное вот отверстие и протягиваем ниточку. Вот ниточка. Вот так вот затягиваем дольку и следующую дольку опять вот, видите, дольки получаются. Теперь следующую. И вот так вот каждые. Так, что у нас опять? И вот так вот 8 раз, 8 долек продеваем, прошиваем сквозь тыковку. Для этого нам нужна была вот длинная ниточка. Плотненько держим и прошиваем. И опять прошиваем. Вот, все 8 долек есть. Вот, все 8 долек есть. Теперь делаем здесь узелочек. Еще один узелочек можно сделать. Так. Теперь выводим наружу. И здесь можно сделать узелочек. За любой ряд захватываем. Вот еще раз. Все, ниточку тоже можно сюда спрятать, так как это отверстие мы будем с вами закрывать. Все, тыковка у нас вышла на 8 долек. Потом ее вот так вот спушим. Но она у меня плоская, видите, она у меня плоская за счет того, что я не сильно набивала плотно. Вот, если вы хотите плотно набить, чтобы она была побольше, то есть покруглее, не такой плоская, а покруглее, то, в принципе, вы можете еще плотнее набить холофайбером саму деталь. Все, теперь давайте приступим к вывязыванию вот этой вот части, задней и верхушечки, нижней и верхушечки. Для этого я сделаю 2 ниточки. Я возьму снаружи ниточку и изнутри, вот, изнутри ниточку, вот, и в 2 нити буду вязать. Делаю кольцо амигуруми, 4-очкой опять же вяжу, и в кольцо амигуруми я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, так,
3, 4, 5 и 6. Стягиваю кольцо. Вот такое колечко получается. Теперь в каждую петлю прибавка. В каждую петлю 2 столбика без накида. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. Четвертая прибавка. Пятая прибавка. И шестая прибавка. Получилось у нас 12 столбиков. Теперь провязываем один столбик плюс прибавка. Столбик без накида. В следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше опять столбик без накида. В следующую прибавка. Так нужно повторить 6 раз всего. И в конце должно у нас получиться. В конце у нас должно получиться. Так. 18 столбиков. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, получается у нас 18 столбиков без накида. Значит, следующую петлю я закрываю петельку, делаю соединительную. Отрезаю подлиннее хвостик для того, чтобы... для пришивания. Все, и вывожу ниточку. Все. Низ у нас вот так готов. Теперь давайте свяжем верхушечку вместе с хвостиком. Итак, опять кольцо амигуруми. Провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков без накида. Стягиваю хвостик. И теперь по кругу нам нужно провязать 6 рядов. 6 рядов, 6 столбиков без накида. Без прибавок и убавок провязываем 6 столбиков без накида. По кругу 6 рядов. Давайте так провяжем. Итак, провязала я 6 рядов. Вот такая вот хвостик вот такой получается. Теперь следующий 7-й ряд. Провязываем в каждую петлю прибавку. В каждую петлю 2 столбика без накида. В конце ряда должно получиться 12 столбиков. Вторая прибавка. Третья прибавка. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, вот такой вот хвостик получается. Что-то темно уже, не пойму. Вроде еще светло, потемнело резко. Итак, ниточка темная, надеюсь, вам видно. Следующий 8-й ряд провязываем 1 столбик без накида плюс прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце 18 столбиков должно получиться. Давайте так провяжем до конца ряда. 1 столбик без накида, следующую прибавка. В конце 18 столбиков должно получиться. Давайте провяжем. Итак, вот такая вот у нас получается уже стебелек. И теперь следующий ряд. 2 столбика без накида плюс прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда должно получиться 24 столбика. Давайте так провяжем до конца ряда. 2 столбика без накида плюс прибавка. Так повторяем 6 раз. Итак, провязала я. Теперь просто я уже обрезала ниточку подлиннее, тоже для пришивания. И зафиксируем хвостик. Все, вот такой вот хвостик у нас получается. Значит, стебелек этот хвостик вверху. Нижняя часть внизу, вот так. И давайте пришьем
эти две детальки.
Ну что ж, связали мы тыковку. Вот такая вот она у нас получилась. Давайте сравним с первой. Значит, смотрите, за счет того, что здесь 7 таких лепесточков, долек таких, ой, 6, здесь 8, тыковка намного больше получается. Давайте ее померяем. И тут такая у ребенка отобрала линейку. А вот, значит, получается 12 сантиметров ширина. Ну, а высота получается 5,5, 6. 5,5, 6. Да, где-то 6, наверное, потому что вот так, если смотреть, видите, она намного выше. Вот, и так больше. Если это 10 на 5, то это 12 на 6. Вот такая вот тыковка у нас получилась. Если вам понравилась тыковка, вы связали вместе со мной, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.